Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Я сегодня хочу предложить, как можно сварить борщ по-украински. Рецептов этого блюда существует много. Также есть уже на моем канале 2 или 3 рецепта. Но сегодня я хочу предложить еще один вкусный рецепт. Поверьте, когда будете кушать, получите нереальное удовольствие. Вот что мне понадобится из продуктов. Конечно же, лучше всего для борща подойдут это мясные свиные ребрышки. Также подойдут говяжьи. Покупайте ребра, которые вы любите больше всего. Также мне понадобится репчатый лук, чеснок, болгарский перец, отварная свекла, консервированная фасоль, либо можно использовать сырую, только нужно отварить ее заранее. Подсолнечное масло, белокочанная капуста, конечно же, картошка, морковка. И самый главный секрет этого рецепта, это, конечно же, будут консервированные помидоры. Можно их покупать либо в томате, либо просто обычные помидоры, которые вы закрываете на зиму. Приступаю! Если вы, как и я, любите первые блюда, я очень вам рекомендую приготовить бограч. Этот рецепт есть на моем канале. По этому рецепту бограч получается невероятно вкусно. Недаром я его назвал, что секрет мужского счастья найден. Попробуйте. И, конечно же, я хочу вам предложить очень вкусный суп щи. Как готовлю щи я, редко кто-то готовит. Попробуйте, очень вкусно. А перейти на эти два рецепта вы можете в конце видео. В первую очередь нужно сварить бульон. Нарезаю мясные ребрышки. После того, как нарезал мясо, отправил в кастрюлю и залил холодной водой. После того, как мясо закипит, конечно же, появится пена. Пену нужно обязательно убрать. Лук нужно мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле. На горячую сковородку наливаю подсолнечное масло. И обжарю лук до прозрачности. Морковку натираю на крупной терке. Лук слегка подрумянился. Самое время отправить морковку. И теперь вместе с морковкой буду обжаривать буквально 5 минут на среднем огне. Если вы хотите сэкономить время, свеклу нужно отварить заранее. Но если у вас будет свекла сырая, ее лучше целиком отправить в бульон вместе с мясом до готовности. После этого остудить и натереть уже готовую. Я как раз на днях готовил винегрет, поэтому мне осталась одна свекла. Натираю ее на крупной терке. С сырой свеклой у меня также есть рецепт борща на канале. Под видео я оставлю, конечно же, ссылку на это видео. Знаете, какой самый главный секрет вкусного красного борща и красивого по цвету? Это, конечно же, в обжаренной отварной свекле. Вот попробуйте и поймете сами. После того, как я отправил свеклу, ее нужно вместе с морковкой и с луком на среднем огне обжаривать минут 10. После того, как закипело мясо, конечно же, собралась пена. Пену я всю убрал. Теперь нужно добавить соль и черный перец горошком. Теперь помидоры в томатном соусе нужно натереть на крупной терке. Если все-таки у вас будут маринованные или консервированные помидоры, их также нужно натереть на такой же терке. И, конечно же, добавить томатный соус. Буквально 2-3 столовые ложки. Или даже подойдет вкусный кетчуп. Конечно же, попробуйте летом консервацию по моему рецепту. Это очень вкусно. Помидоры, огурцы. Ну, конечно, я вам скажу, что уже консервацию по моему рецепту мы все съели, поэтому приходится покупать. Конечно, вместе со свеклой нужно обжарить красный болгарский перец. Он придаст невероятный аромат этому борщу. Перец нарезайте как угодно. Главное, небольшими кусочками.
Свеклу вместе с морковкой и луком обжаривал около 10 минут. Самое время добавить нарезанный болгарский перец. И вместе с перцем буду обжаривать около 5 минут. Картошку нарежу средними кусочками. Нарезайте такими кусочками, как привыкла кушать ваша семья. Бульончик кипит, самое время добавить картошку. Теперь самое время нашинковать капусту. После того, как забросил болгарский перец, вместе с овощами я обжаривал еще около 6-7 минут. Самое время добавить натертые помидоры. Также, конечно же, томатный соус. И также на 3-литровую кастрюлю я добавляю 1 столовую ложку сахара, потому что я люблю, чтобы борщ у меня получился кисло-сладкий. И также добавлю сюда пол чайной ложки соли. Все размешаю и обжарю буквально 1-2 минуты. Картошка кипит около 5 минут. Теперь добавлю нашинкованную капусту. Прокипело 2 минутки. Теперь отправляю все в кастрюлю. Теперь все немного размешаю. Теперь тоже очень важно, чтобы борщ у вас получился невероятный, вкусный. Его нужно томить на небольшом огне около часа, а то и 1,5. Только после этого добавлять консервированную фасоль, чеснок и, конечно же, лавровый лист. Борщ я томил на небольшом огне 1:20. Вы посмотрите, какой приятный и аппетитный цвет борща. Теперь самое время добавить консервированную фасоль. Конечно же, лавровый лист. 2 штучки будет достаточно. Нужно раздавить пару зубчиков чеснока для аромата. Также их добавлю к борщу. Немного размешаю и оставлю томиться также на небольшом огне еще минут 10. И борщ готов. Вот и вкуснейший обед готов. Борщ нужно обязательно подавать с чесноком, с луком, с салом, с пампушками и со сметаной. Приятного аппетита! Такой аромат стоит на кухне. Устоять просто невозможно. Борщ по этому рецепту получается как в детстве у бабушки. Очень вкусно. Попробуйте. Ну что, пробую. Обалдеть. По этому рецепту борщ получается невероятно вкусный. Все сбалансировано как нужно. Самое главное по этому рецепту, не отступайте от этого рецепта. Тогда у вас получится такой же шедевр, как у меня. Обязательно приготовьте и напишите комментарий, как получилось вкусно. И я думаю, что вы мне, конечно же, поставите лайк. Пока!